Артур Конан Дойл. Черный Питер. Весь 1895 год Холмс чувствовал себя прекрасно. Здоровье его не оставляло желать ничего лучшего, а умственная деятельность достигла своего апогея. Слава его гремела повсюду, и от клиентов не было отбою. Наша скромная квартирка на Бейкер-стрит посещалась чрезвычайно важными особами. Я никогда не осмелюсь назвать тех высокопоставленных лиц, с которыми мне пришлось познакомиться в этот период времени. Впрочем, Холмс извлек небольшую выгоду изо всех этих знакомств. Как и все великие художники, он признавал только искусство для искусства и не любил брать большую плату за свой труд. Единственный случай, когда он нашел нужным вознаградить себя, это история с лордом Холдернесом, уже рассказанная читателям. Да, он до такой степени знал житейскую мудрость, он до такой степени был капризен, что отказывал в своей помощи влиятельным и богатым людям. Этот отказ следовал неизменно во всех тех случаях, когда предлагаемое дело не нравилось Холмсу. И наоборот, он усерднейшим образом по целым неделям трудился над делом какого-нибудь жалкого бедняка только потому, что оно казалось ему странным, драматическим или же давало простор воображению и логическим умозаключениям. В этот памятный для меня 1895 год Холмсу пришлось провести целую серию интереснейших и непохожих одно на другое дел. Между прочим, он закончил в это время свое знаменитое исследование о причинах внезапной смерти кардинала Тоска. Дело это было поручено моему приятелю самим его святейшеством Папою. Тогда же Холмс раскрыл злодеяние знаменитого торговца канарейками Вильсона. Арест этого Вильсона был для всей восточной части Лондона истинным благодеянием. После этого нам пришлось заниматься трагической историей в Вудмансли и расследовать дело о смерти капитана Питера Керри. Смерть эта произошла при чрезвычайно загадочной обстановке, и мне хочется рассказать эту необыкновенную историю моим читателям. Без нее летопись о Холмсе была бы неполна. В течение первой недели июля мой приятель то и дело отлучался неизвестно куда. Эти исчезновения были столь же часты, как и продолжительны. И я понял, что Холмс ведет какое-то дело. Однажды утром ко мне явились несколько чрезвычайно грубых по внешности людей и спросили, дома ли капитан Базиль. Из этого я понял, что Холмс в настоящее время где-то орудует под чужим именем. Это было довольно обычное явление. Стараясь скрыть свою, ставшую всем известной личность, Холмс часто гримировался и менял имена. В Лондоне у него было, по крайней мере, 5 квартир. Что же это было за дело, над которым трудился Холмс? До сих пор он мне ничего о нем не говорил, а я, со своей стороны, его ни о чем не спрашивал. Врываться в чужую душу и требовать доверия не в моих правилах. Дело это оказалось совсем необыкновенным. Мне это стало понятно сразу. В одно прекрасное утро Холмс куда-то исчез. Я только что уселся завтракать, когда дверь отворилась, и он вошел в комнату. Шляпа его съехала на затылок, а под мышкой он держал громаднейшую пику. «Боже мой!» «Холмс!» — воскликнул я, — «неужели вы путешествовали по Лондону с этой дубиной?» «Да, я только что вернулся из мясной лавки». «Из мясной лавки?» «Ну да, и я возвращаюсь с прекраснейшим аппетитом». «Да, любезный Ватсон, для меня вне всяких сомнений полезность прогулок перед завтраком. Но в чем я готов держать пари, так это в том, что вы ни за что не догадаетесь, какое направление приняла моя нынешняя прогулка. Я и не стану догадываться». Холмс рассмеялся и стал наливать себе кофе. «Если бы вы несколько минут тому назад заглянули в заднее отделение мясной лавки Аллардайса, — сказал он, — вы бы увидали чрезвычайно интересную сцену.
Подвешенная к потолку, посередине лавки, болталась свиная туша, а я, сняв сюртук, изо всей силы поражал эту тушу вот этим самым орудием. Да, Ватсон, вот чем мне приходится иногда заниматься. И я убедился, Ватсон, что проткнуть свинью одним ударом это копье не может. Желаете вы произвести этот опыт? Ни за какие блага в мире. Да и вам-то зачем это понадобилось? Я не понимаю ровно ничего. Видите ли, этот опыт со свиной тушей имеет некоторое косвенное отношение к делу в Вудмансли. Ах, здравствуйте, Хопкинс, я поджидал вас, телеграмму вашу получил. Садитесь и завтракайте. Наш гость, необыкновенно подвижный господин, лет 30, был одет по-штатски, но вся экипировка его обличала человека, привыкшего носить мундир. Я узнал его сразу. Это был Стэнли Хопкинс, молодой и подающий, по мнению Холмса, большие надежды полицейский инспектор. Что касается Хопкинса, то он благоговел и преклонялся перед Холмсом и был похож на прилежного ученика, который жадностью ловил слова учителя. В настоящее время вид у Хопкинса был расстроенный. Он отказался от завтрака. «Благодарю вас, сэр, я позавтракал перед тем, как идти к вам. Эту ночь я провел в городе. Я приезжал для доклада». «А разве у вас было что докладывать?» «Провал, полный провал, сэр. Вперед не подвинулись. Ни одного метра. Боже мой! Мне придется немножко поковыриться в этом деле. Я был бы счастлив, мистер Холмс, если бы вы взялись за это дело. Вы подумайте только. Мне в первый раз поручили важное дело, а я ничего не могу сделать. Умоляю вас заняться этим и оказать мне благодеяние». «Ладно, ладно. Я, кстати, и дело-то довольно внимательно прочитал. Я просмотрел все свидетельские показания и протокол следствия. Кстати, что вы думаете о кисете с табаком, который найден на месте преступления? Не может ли нам дать ключ к тайне этот кисет?» Хопкинс с удивлением поглядел на Холмса. «Этот кисет принадлежал жертве преступления, сэр», — ответил он, — «на кисете его инициалы, кроме того, он сделан из тюленей кожи, а Керри долго занимался тюленьим промыслом». «Ну, а как же в таком случае не нашли трубки, из которой Керри курил?» «Да, сэр, действительно, мы не нашли трубки. Керри курил, может быть, очень умеренно. Да если он и не курил совсем, он мог держать табак для друзей». «Конечно, конечно, но мне все-таки кисет кажется чрезвычайно существенным пунктом в этом деле. Если бы я занялся этим делом, я начал бы его с кисета». Однако, наша беседа совершенно непонятна моему другу, доктору Ватсону, да и мне не лишнее было бы выслушать историю этого дела еще раз. Будьте любезны, сообщите вкратце, как происходили все эти события. Хопкинс вынул из кармана небольшой листик бумаги. «Тут у меня записаны кое-какие цифры для памяти», — сказал он. «Слушайте, капитан Питер Керри родился в 1845 году. Умер он 50 лет от роду. Он был смелый и опытный моряк. Его специальность была ловля моржей и тюленей. В 1883 году он командовал судном из Данди. Судно это называлось «Морской единорог». На этом пароходе он совершил несколько очень удачных и прибыльных экспедиций, а затем удалился от дел. Несколько лет подряд он путешествовал, а затем купил себе небольшое именице в Вудмансли близ Форест-Роу в Суссексе. Прожил он там 6 лет и там же погиб насильственной смертью неделю тому назад. У этого человека были некоторые странности.
В житейском обиходе это был строгий пуританин, молчаливый и даже мрачный человек. Семейство его составляли жена и 20-летняя дочь. Кроме того, были 2 женские прислуги. Эти последние постоянно менялись. У Керри служить было трудновато, а иногда служба становилась совсем невыносимой. Дело в том, что по временам Керри запивал, а стоило ему попасть в эту полосу, и он становился совершенным дьяволом. Установлено, что он несколько раз выгонял ночью жену и дочь из дому и гонял их с бичом в руках по всему парку. Вопли несчастных женщин будили всю деревню. Старый священник однажды пришел к нему и стал его увещевать. Керри бросился на старика и избил его. Потом его судили. Говоря коротко, мистер Холмс, отыскать более опасного субъекта, чем помещик Питер Керри, довольно затруднительно. Я наводил справки и узнал, что он отличался скверным характером и прежде, когда командовал морским единорогом. Его и прозвали за его свирепость Черным Питером. Название это ему очень шло. У него было и черносмуглое лицо, и громадная черная борода, а зол он был чрезвычайно и наводил ужас на всех окружающих. Нечего и говорить, что Питера Керри ненавидели и избегали все соседи. Смерть его — ужасная смерть, и однако ни от кого мне не пришлось услышать хотя бы одно слово сожаления. Из протокола следствия вам, мистер Холмс, конечно, известно все о каюте Питера Керри, но ваш друг этого не знает. Дело в том, сэр, что этот человек устроил себе деревянный шалаш, который он и назвал своей каютой. Каюта стояла в нескольких 100 ярдах от дома, и покойный всегда в ней спал. Это была маленькая хижинка в одну комнату, 16 футов в длину и 10 футов ширины. Ключ от каюты был всегда в кармане Керри. Он сам стелил себе постель, мел в каюте пол и так далее. Туда он никогда никого не впускал. По обе стороны каюты было проделано по окну. Эти маленькие окна были неизменно закрыты занавесями. Одно из этих окон выходило на большую дорогу. Когда это окно было освещено, то соседи останавливались и толковали друг с другом о том, что может делать Черный Питер в своем шалаше. Только это окно и дало нам возможность, мистер Холмс, собрать некоторые положительные данные, которые и фигурируют в протоколе. Вы читали, конечно, в протоколе, что за 2 дня до убийства каменщик Слейтер шел по большой дороге в час по полуночи. Окно в каюте было освещено. Слейтер подкрался к деревьям и увидел на стене каюты человеческую тень. Это был профиль головы, и Слейтер уверяет, что эта голова принадлежала не Питеру Керри, а кому-то другому. Голова эта была с бородой, но эта борода была не похожа на бороду Питера Керри. Волосы торчали вперед и во все стороны. Так показывает Слейтер, но мы должны иметь в виду, что каменщик перед этим провел 2 часа в трактире, и кроме того, между большой дорогой и шалашом довольно большое расстояние, и очертания человеческой тени разглядеть очень трудно. И затем, показания Слейтера относятся к понедельнику, а преступление совершено в среду. Во вторник Питер Керри был в сквернейшем расположении духа. Он был пьян и рвал, и метал точь-в-точь, как дикий зверь. Шлялся он по всем комнатам, и женщины убегали, заслышав его шаги. Поздно вечером он отправился в свою хижину. Около 2 часов утра дочь его, спавшая с открытым окном, услышала дикие вопли, несшиеся из каюты. Это ее не поразило. Капитан Керри имел обычай дико кричать и вопить в тех случаях, когда напивался. Поэтому его дочь не обратила никакого внимания на крики и заснула. Одна из прислуг встала и вышла на двор в 7 часов утра. Дверь каюты была растворена, но подойти к каюте никто не решился до самого полудня.
Такой сильный ужас внушал всем капитан Керри. В полдень женщины подкрались к каюте и заглянули в нее. То, что они там увидали, привело их в ужас. С бледными, как мел, лицами они бросились бежать в деревню. Через час после этого я уже был на месте и производил следствие. Вы знаете, мистер Холмс, что у меня крепкие нервы, но даю вам слово, что меня начало трясти лихорадка, когда я вошел туда. Во-первых, вся каюта точно жужжала, ее наполняли мухи и другие любящие кровь насекомые, пол и стены напоминали бойню. Керри называл свой домик каютой, и действительно он был похож на каюту. Можно было подумать, что вы находитесь на пароходе. В одном углу стоял сундук, на стенах карты и фотография морского единорога, рядом полочка и на ней конторские книги, одним словом, все как в капитанской каюте на каком-нибудь пароходе. Посередине каюты я увидел самого капитана. Лицо его было страшно исковеркано страданием. Мне вспомнились картины, изображающие души грешников в аду. Во время агонии он закинул назад голову, и его большая борода торчала вверх. Прямо через его широкую грудь проходил стальной гарпун, вонзившийся глубоко в деревянную стену. Несчастный был приколот к стене так же, как прикалывают насекомых к картону. Конечно, он был мертв. Он умер, разумеется, сразу. Крик, слышанный его дочерью, был воплем агонии. «Я знаю ваш метод исследования, сэр, и я его немедленно же применил. Я распорядился оставить все как есть и исследовал почву около шалаша, а также пол комнаты. Никаких следов не было. Вернее сказать, вы не видели этих следов. Уверяю вас, сэр, что там не было никаких следов. Дорогой Хопкинс, много преступлений мне пришлось исследовать на своем веку, но никогда мне еще не приходилось наблюдать, чтобы преступления совершались крылатыми существами. Преступник действует, стоя на двух ногах, и непременно оставляет после себя какой-нибудь след. И открыть эти следы всегда можно, только надо производить исследование как следует. Мыслимое ли дело, чтобы в этой забрызганной кровью комнате не было никаких следов? Впрочем, я, уже читая протокол следствия, убедился в том, что вы просмотрели несколько очень существенных пунктов. Молодой инспектор моргал, слушая эти иронические замечания моего приятеля. «Я был глуп, что не посоветовался с вами вовремя, мистер Холмс», — сказал он, — «но этого уж не вернешь и не исправишь». Действительно, в комнате было несколько предметов, которые требовали особенного внимания. Во-первых, был гарпун, которым было совершено преступление. Он был вынут из стойки на стене. Тут же лежали еще 2 гарпуна, а место еще для одного было свободно. На гарпуне было выгравировано «Морской единорог». Данди. Из всего этого я заключил, что убийство было совершено в припадке бешенства. Убийца схватил первое оружие, которое ему попало под руку. Кроме того, я обратил внимание на то обстоятельство, что Питер Керри, убитый в 2 часа утра, был одет как следует. Из этого я позволил себе заключить, что он сам назначил свидание своему убийце. Правильность моего вывода подтвердилась также и тем, что на столе стояла бутылка с ромом и 2 грязных стакана. «Да», — заметил Холмс, — «оба эти предположения в достаточной мере вероятны». А кроме рома другие спиртные напитки были в комнате? На рундуке стояли графины с водкой и виски. Это, впрочем, не важно. Графины стояли совсем полные, к ним, стало быть, не притрагивались. «Ну нет, присутствие этих графинов в комнате имеет некоторое значение», — вымолвил Холмс,
Однако продолжайте, мне хочется знать ваш взгляд на это дело. По моему мнению, надо обратить внимание на кисет, который был найден на столе. На каком месте стола он лежал? Посередине. Кисет сделан из твердой тюленей кожи и завязан кожаным ремнем. Внутри инициалы ПЭК. В кисете найдено полунции крепкого табаку, который курят матросы. Прекрасно. А еще что? Стэнли Хопкинс вынул из кармана записную книжку в коричневом переплете. Переплет был старый и рваный, листы в книге выцветшие. На первой странице значились буквы ДГН и цифры 1883. Холмс уселся за стол и начал внимательно разглядывать книгу. Мы с Хопкинсом следили за ним через плечо. На второй странице значились буквы КПД, а далее шло несколько страниц цифр. Далее шли заголовки «Аргентина», «Коста-Рика» и «Сан-Паулу». Под каждым заглавием опять-таки виднелись ряды цифр. «Что вы об этом думаете?» — спросил Холмс. «Мне кажется, что здесь обозначены номеры процентных бумаг. ДГН, инициал маклера, АГЖД, инициал клиента. ГЖД — это может обозначать канадская железная дорога», — заметил Холмс. Хопкинс громко выбранился и ударил себя по голове. «Эки я дуралей!» — воскликнул он. «Вы совершенно правы. Значит, нам теперь остается узнать, что означают буквы ДГН. Я уже пересмотрел старые биржевые календари и ничего не нашел. В 1883 году на бирже не было маклера с этими инициалами. Но мне кажется, тем не менее, что в этих буквах то и заключается вся тайна. Мне думается, мистер Холмс, ну да, почему бы нет? Я думаю, что это инициал убийцы. Обратите внимание на эти бесконечные ряды цифр. Если эти цифры обозначают процентные бумаги, то мотив преступления налицо. Шерлок Холмс взволновался. Было очевидно, что эти новые факты застали его врасплох. «Я с вами во многом согласен», — сказал он, «но признаюсь, что эта записная книжка, не фигурировавшая на следствии, сильно изменяет мой взгляд на это дело. По той теории, которая была создалась у меня, для этой книжки нет места. А пробовали вы проследить местонахождение отмеченных здесь процентных бумаг? В кое-каких кредитных учреждениях справки я наводил, но, по-видимому, полный список учредителей этих процентных бумаг находится в Южной Африке. Пройдет несколько недель, прежде чем мы выясним эту сторону дела». Холмс начал исследовать переплет книги при помощи увеличительного стекла. «Тут есть какое-то пятно», — сказал он. «Да, сэр, это следы крови. Я ведь вам сказал, кажется, что поднял эту книжку с пола. По месту, на котором находится пятно, я думаю, что книга была брошена на пол после совершения убийства. Книга лежала у двери. Убийца ее бросил, спасаясь бегством. А среди имущества Керри не было найдено ни одной из этих процентных бумаг? Нет, сэр. А имеете вы основания предполагать, что преступление совершено с целью грабежа? Нет, убийца не тронул ничего в комнате. Боже мой, да это выходит приинтересное дело. А нож где был? В протоколе значится нож. Да, складной нож был найден в сложенном виде у ног убитого. Миссис Керри говорит, что этот нож принадлежал ее мужу. Холмс на несколько мгновений задумался. «Да», — сказал он, — «надо мне собраться и того, поглядеть самому». Стэнли Хопкинс чуть не подпрыгнул от радости. Холмс погрозил ему пальцем.
«Приди вы на неделю раньше», — сказал он, — «разобраться в этом деле было бы куда легче, но да надеюсь, что и теперь мои труды не пропадут даром. Ватсон, если у вас есть время, я буду очень рад вашему обществу. Надо нанять 4-местный экипаж. Хопкинс, через четверть часа мы отправимся в Форест-Роу». Мы вышли из вагона на маленькой железнодорожной станции и ехали несколько минут на лошадях по местности, которая во времена Оны была покрыта вековым лесом. В этих лесах туземцы скрывались многие десятилетия от саксонских завоевателей, леса в ту эпоху были твердыней Великобритании. Теперь большая часть этих лесов вырублена, и на этих широких просеках в одно время выросли железные заводы. Срубленные деревья пошли в дело, выплавлять руду. Но теперь здесь уж и заводов нет. Железная промышленность перекочевала на север, где руды более обильны, чем здесь. В Форест-Роу не осталось ничего, кроме рвов и ям, говорящих о былом величии. В одной из таких просек, на зеленом склоне горы, стоял длинный и низкий каменный дом, к которому вела извивающаяся через поле узкая дорожка. Ближе к этой дорожке, окруженный с 3 сторон кустарниками, стоял небольшой деревянный домик. Нам были видны дверь и окно. Это и была каюта Черного Питера, место преступления. Стэнли Хопкинс повел нас сперва в дом. Там нас встретила вдова убитого, растерянная седовласая женщина. Лицо у нее было худое и изборожденное морщинами, красные от частых слез глаза имели испуганное выражение и говорили о длинной жизни, проведенной среди скорби и испытаний. С нею была и ее дочь, бледная, белокурая девушка. Она вызывающе взглянула на нас, глаза ее заблестели, и она заявила, что рада смерти отца, что она благословляет поразившую его руку. Было очевидно, что жизнь, которую устраивал Черный Питер своей семье, была ужасная жизнь. Мы не без удовольствия покинули вдову и ее дочь и вышли снова на двор, освещенный яркими лучами солнца, и направились по тропинке к каюте. Домик Черного Питера был очень незатейлив. Выстроенный из бревен и покрытый гонтом, он имел 2 окна. Одно у входной двери, а другое — с противоположной стороны. Стэнли Хопкинс вынул из кармана ключ и наклонился, чтобы отпереть дверь. Вдруг он остановился. Лицо его приняло выражение удивления. «Кто-то пытался сюда проникнуть», — сказал он. Не было никакого сомнения в том, что Хопкинс был прав. Около замка на двери были явственно видны царапины, сделанные, очевидно, очень недавно. Холмс оглядел окно. «Да, вот и окно, очевидно, старались отворить», — сказал он, но этот господин так и не успел осуществить свое намерение. Должно быть, это был какой-нибудь мелкий жулик. Нет, как хотите, а это очень удивительно. «Вчера этих следов здесь не было», — сказал инспектор. «А может быть, это из любопытства кто-нибудь из местных крестьян сюда лазил?» — произнес я. «Ну нет, это едва ли. Жители здешние так напуганы убийством, что даже к дому-то не подходят, а уж в каюту Черного Питера из них никто не полезет, за это можно поручиться. Что вы думаете об этом, мистер Холмс?» «Я думаю, что судьба нам благоприятствует». «Вот что я думаю». «Вы думаете, что эта личность придет во второй раз?» «Это очень вероятно». Неизвестный, идя сюда, думал найти дверь отпертой. Он попробовал отворить ее небольшим перочинным ножом. У него ничего из этого не вышло. Что же он, по-вашему, теперь предпримет? Он запасется более подходящим орудием и придет сюда на следующую же ночь. Верно, и я так думаю.
Мы будем виноваты, если не приготовим этому господину достойной встречи. А теперь, господа, давайте осмотрим каюту Черного Питера. Следы трагедии были уже уничтожены, но все предметы в комнате находились в том же положении, как и в ночь преступления. В течение целых 2 часов Холмс рассматривал с напряженным вниманием все здесь находившееся, но по выражению его лица я видел, что его исследование было неудачно. Только один раз он остановился и, обратясь к инспектору, спросил: «Вы брали что-нибудь с этой полки?» «Нет, ничего не брал». «А отсюда что-то взяли?» «Вот в этом углу полки пыли меньше, чем в других местах». «Что же такое тут находилось?» «Книга. Ящичек. Могло быть и то, и другое». «Ну, больше я тут ничего не вижу. Пойдемте, Ватсон, прогуляемся по лесу и послушаем в течение нескольких часов пение птиц. Ничто также нам не возбраняет вдыхать ароматы цветов. С вами, Хопкинс, мы встретимся здесь. Надо будет постараться познакомиться с джентльменом, который был здесь прошлой ночью. В 11:30 мы сели в засаду». Хопкинс хотел оставить дверь хижины отворенной, но Холмс сказал, что это может возбудить подозрения в незнакомце. Замок в двери был самый простой, и ножа с большим лезвием было совершенно достаточно, чтобы отворить дверь. Холмс предложил также дожидаться незнакомца не в самой хижине, а около нее, в кустах. Долго и томительно было это ожидание, но однако в нем было что-то поднимающее нервы. Так чувствует себя охотник, лежащий где-нибудь с ружьем и выжидающий появления хищного зверя. Что же это за зверь такой, которого мы ждем здесь в ночной темноте? Свирепый ли это тигр преступления, который дорого продает свою победу и пускает в ход ногти и зубы, или же это трусливый шакал, опасный только для слабых или неосторожных? Притаившись, мы сидели в кустах и ожидали таинственного пришельца. Сперва до нас доносились звуки голосов из деревни, слышались с дороги шаги запоздалых прохожих, а затем все смолкло, и на землю спустилась ночная тишина. По временам только слышался бой часов на отдаленной церкви. Ночь подвигалась вперед, а затем зашелестели капли дождя по листве, которая закрывала нас от постороннего взора. Часы пробили 2:30. Это был самый темный час перед рассветом. Вдруг послышался тихий, но резкий звук. Это хлопнула калитка, очевидно, кто-то направлялся к домику. Молчание водворилось снова. Я уже начал думать, что это фальшивая тревога, но вдруг явственно расслышал крадущиеся шаги. Кто-то подходил к хижине. Еще момент, и раздалось звяканье металла. Незнакомец взламывал замок. На этот раз он оказался счастливее, чем вчера, и дверь скоро заскрипела на своих петлях. Еще минута, и внутренность хижины осветилась. Он зажег свечу. Со своего наблюдательного пункта мы могли видеть происходившую в хижине сцену. Ночной пришелец оказался молодым человеком худеньким, тоненьким, с черными усами, еще более оттенявшими мертвенную бледность лица. Ему было лет 20 или немногим больше. Он был, по-видимому, испуган. Никогда я еще не видал такого испуганного человека. Он дрожал всем телом, зубы его стучали. Одет он был недурно, в коротком пиджаке и в штиблетах с гетрами. На его голове была надета полотняная фуражка. Мы наблюдали за ним. Он озирал вокруг испуганными глазами. Затем он поставил огарок на стол и подошел к одной из полок. Взяв оттуда большую конторскую книгу и, наклонившись над столом, начал ее перелистывать.
Наконец, он нашел то, что ему нужно, сделал гневный жест рукою, захлопнул книгу, поставил ее на прежнее место и затушил огонь. Молодой человек выходил из хижины в то время, как к нему приблизился Хопкинс и схватил его за воротник. Незнакомец даже ахнул от ужаса, поняв, что пойман. Свеча была снова зажжена, и мы увидали нашего несчастного пленника. Он весь дрожал и дергался, стоя около полицейского инспектора. Затем он беспомощно сел на сундук и глядел на нас по очереди. «Ну, а теперь, мой милый мальчик», — сказал Стэнли Хопкинс, — «скажите, кто вы такой и что вам здесь нужно?» Молодой человек постарался овладеть собою и ответил. «Конечно, вы, сыщики, и подозреваете меня в убийстве капитана Керри? Уверяю вас, что я невинен». «Это мы увидим», — произнес Хопкинс. «А теперь скажите, как вас зовут?» «Меня зовут Джон Хопли Неллиган». Холмс и Хопкинс обменялись быстрым взглядом. «А что вы здесь делали?» «Вы меня спрашиваете об этом как частные лица?» «Разумеется, нет. В таком случае я вам ничего не скажу. Если вы ничего не скажете, то вам придется плохо на суде». Молодой человек заморгал. «Ну ладно, я вам, так и быть, скажу, а чего и не сказать?» Произнес он. И однако мне страшно досадно, что придется поднять снова этот скандал. Вы, конечно, слышали о деле Доусона и Неллигана? По лицу Хопкинса было видно, что он ничего не знал об этом деле, но Холмс живо заинтересовался. Вы говорите о банкирах, оперировавших на всем западе Англии? Спросил он. Они обанкротились на миллион, разорили половину Корнуэльского графства, а потом Неллиган исчез. «Совершенно верно», — ответил молодой человек, «и этот Неллиган был моим отцом». Наконец-то в нашем распоряжении был хотя один важный факт. Но, спрашивается, какая связь между обанкротившимся банкиром и капитаном Питером Керри? И зачем последнего пришпилили к стене его же собственным гарпуном? Мы внимательно слушали молодого человека. Единственным хозяином дела был мой отец. Доусон давно удалился от дел. Мне было в то время всего-навсего 10 лет, но я был достаточно велик, чтобы чувствовать позор и ужас этого события. Про отца говорили, что он украл все ценные бумаги и бежал. Это неправда. Отец говорил, что если бы ему дали время реализовать ценности, то ему удалось бы благополучно избежать катастрофы и все кредиторы были бы удовлетворены. Он уехал на своей маленькой яхте в Норвегию как раз перед тем, как отдан был приказ об его аресте. Я помню его прощание с моей матерью. Он оставил нам список ценных бумаг, которые он брал с собою, он клялся, что вернется с чистым именем и что никто из его доверителей не пострадает. Ну, и с тех пор мы не слышали о нем ничего. И он, и его яхта бесследно пропали. Первоначально мы с матерью думали, что отец, а равно как и взятые им с собою ценные бумаги, находится на дне морском. Но оказалось иное. У нас есть друг, человек, вращающийся в кредитных учреждениях, и вот он-то сообщил нам некоторое время тому назад, что ценные бумаги, бывшие у моего отца, снова появились на лондонском рынке. Можете себе представить, как мы были удивлены. Я потратил несколько месяцев на то, чтобы выследить продавца этих бумаг, и вот, наконец, после многих перипетий я добился и узнал, что продавец этих бумаг никто иной, как владелец этой хижины, капитан Питер Керри. Разумеется, я начал наводить справки об этом человеке, и мне пришлось узнать, что он командовал китоловным судном и возвращался из Ледовитого океана как раз в то время, когда мой отец отправлялся на своей яхте в Норвегию.
Осень того года была очень бурная, дули южные ветры. Яхта отца могла быть занесена на север и там встретилась с судном, которым командовал Питер Керри. А если это так, то что же произошло со своим отцом? Показания Питера Керри были мне нужны, очень нужны. Он мог удостоверить, что отец мой не продавал этих бумаг, что он не хотел никого обидеть. И вот я отправился в Суссекс, чтобы повидаться с капитаном Питером Керри, но приехал как раз в то время, когда он умер столь ужасным образом. Мне удалось прочитать протокол следователя. Там описывалось место происшествия и говорилось, что на полках каюты сохранились его корабельные книги. Мне и пришло в голову пробраться сюда и поглядеть по этим книгам, что происходило в августе 1883 года на пароходе «Морской единорог». Мне казалось, что этим путем будет возможно выяснить тайну судьбы моего отца. Я пытался проникнуть сюда вчера ночью, но не мог отворить двери. Сегодня я возобновил попытку, и она оказалась удачна. Что же я нашел? Страницы, относящиеся к августу 1883 года, кто-то вырвал из книги. Я хотел уйти, но вы меня схватили. «Это все?» — спросил Холмс. Глаза молодого человека бегали по сторонам в то время, как он отвечал. «Да, это все. И вы более ничего не имеете сказать?» Юноша поколебался и ответил. «Нет, ничего». «А до вчерашнего вечера вам не приходилось здесь бывать?» «Нет, не приходилось». «Ну, а что вы скажете в таком случае об этом?» Воскликнул Хопкинс, показывая нашему пленнику записную книжку с кровавым пятном на переплете. Несчастный чуть не упал в обморок. Он закрыл лицо руками и затрясся всем телом. «Откуда вы ее достали?» Застонал он. «Я не знал этого. Я думал, что потерял эту книжку в гостинице». «Довольно», — сухо произнес Хопкинс. «Все, что вы скажете здесь, вы должны сказать и на суде. А теперь пожалуйте со мной в полицию». «Ну, мистер Холмс, я очень вам обязан за помощь». «Спасибо и вам, доктор Ватсон. Дело повернулось так, что ваше присутствие оказывается излишним. Я и без вас бы привел дело к благополучному концу, но все-таки я вам очень-очень благодарен. Я для вас приготовил номера в деревенской гостинице. Туда мы дойдем вместе». Когда мы на другой день возвращались в Лондон, Холмс спросил у меня. «Ну, что вы обо всем этом думаете, Ватсон?» «Я вижу, что вы чем-то недовольны», — ответил я. «А нет, Ватсон, я доволен всем, но мне не нравятся методы исследования, которые применяет Стэнли Хопкинс. Признаюсь, что я разочаровался в Хопкинсе. Я ждал от него большего. Разве можно быть таким односторонним? Надо всегда предполагать возможность альтернативы и отыскивать эту альтернативу. Это первое правило уголовного исследования. А разве в этом деле может быть альтернатива? Я имею свой особый взгляд на это дело. Конечно, мое расследование может кончиться ничем, я вперед ничего не говорю, но я доведу свою линию до конца. На Бейкер-стрит Холмса ожидало несколько писем. Он быстро схватил одно из них, разорвал поспешно конверт, пробежал письмо и победоносно рассмеялся. «Великолепно, Ватсон. Моя альтернатива уже успела получить развитие. У вас есть телеграфные бланки? Будьте любезны, напишите для меня парочку депеш». И он начал диктовать. Самнер. Корабельное агентство. Улица Ратклифа.
Присылайте 3 завтра утром в 10. Базиль. Там меня знают под именем Базиля, Ватсон, ну а теперь другую депешу, инспектору Стэнли Хопкинсу, 46, улица Лорда, Брикстон. Приходите завтра в 9:30 завтракать. Важное дело. Если не можете быть, телеграфируйте. Шерлок Холмс. Да, Ватсон, это проклятое дело мучило меня целых 10 дней. Теперь я, наконец, свободен. Завтра мы с ним покончим раз и навсегда. Стэнли Хопкинс явился как раз в назначенное время, и мы сели за великолепный завтрак, приготовленный для нас миссис Хадсон. Молодой инспектор радовался своему вчерашнему успеху и весело болтал. «А вы уверены, что решили задачу правильно?» — спросил Холмс. «Правильнее ничего быть не может», — ответил Хопкинс. «А мне это дело кажется неубедительным», — продолжал Холмс. «Вы меня удивляете, мистер Холмс. Чего вам еще не хватает?» «Ну, чего мне не хватает, это статья особая, а вы мне скажите, разве ваше решение объясняет все нам известные факты?» «Несомненно». Я удостоверил, что молодой нелеган прибыл в деревенскую гостиницу в день совершения убийства. Он уверял всех, что хочет принять участие в гребных гонках. Комнату он взял в нижнем этаже и мог уходить из гостиницы когда угодно. В ночь преступления он отправился в Вудмансли, виделся с капитаном Питером Керри в его каюте, поссорился с ним и убил его гарпуном, и, ужаснувшись перед тем, что сделал, он бежал из хижины и обронил во время бегства свою записную книжку. Принес он эту книжку с собой для памяти, для того, чтобы назвать капитану Керри номера интересовавших его бумаг. И вы, может быть, заметили, некоторые номера отмечены в книге крестиками, а другие — нет. Отмечены крестиками те из бумаг, присутствие которых было обнаружено на лондонском денежном рынке, ну а остальные? Остальные были, должно быть, в руках капитана Керри, и молодому нелегану хотелось их получить для того, чтобы удовлетворить кредиторов отца. Убежав от своей жертвы, нелеган некоторое время не осмеливался появляться около хижины, но в конце концов решился идти. Ему необходимо было добыть сведения о бумагах. Все это очевидно и просто, не правда ли? Холмс, улыбаясь, покачал головой. В вашем объяснении есть один недостаток, Хопкинс, оно совершенно невозможно, сказал он. Пробовали вы пронзить человеческое тело гарпуном? Нет. Нехорошо, милостивый государь, нехорошо эс. На эти подробности надо обращать особое внимание, мой друг. Ватсон может засвидетельствовать, что я потратил целое утро на упражнения с гарпуном. Это совсем нелегко, требуется большая и сила, и практика. А удар этот был нанесен с ужасной силой, гарпун даже вонзился в стену. Неужели вы считаете этого малокровного юношу способным нанести столь ужасный удар? Неужели же это он глотал в столь громадных количествах ром с водой глубокой ночью в компании Питера Керри? Его ли профиль видели на занавеске за 2 дня до убийства? Нет, Хопкинс, нам нужно искать другого, более солидного преступника. По мере того, как Холмс говорил, лицо полицейского инспектора вытягивалось все более и более. Видно было, что почва ускользала из-под его ног. Куда девались все надежды и честолюбивые мечты? Но сдаваться без борьбы Хопкинс все-таки не хотел. Но ведь нельзя же отрицать того, мистер Холмс, что нелеган присутствовал при преступлении. Это доказывается записной книжкой. Вам мое объяснение не нравится, вы его раскритиковали, но присяжные, я уверен, станут на мою точку зрения. И кроме всего этого, мистер Холмс,
я своего убийцу изловил, а где же ваш силач? Мне кажется, что он поднимается в настоящий момент по лестнице, направляясь в эту комнату, ответил блаженно спокойным тоном Холмс. Ватсон, я советую вам не терять из вида ваш револьвер. Холмс встал, положил на стол исписанный лист бумаги и произнес. Ну, теперь мы готовы. На лестнице послышались звуки хриплых голосов, а затем в комнату вошла миссис Хадсон и заявила, что пришли трое каких-то людей и спрашивают капитана Базиля. «Пускайте их по очереди», — ответил Холмс. Первый вошедший в комнату матрос оказался маленьким кругленьким человечком, у него было румяное лицо и совершенно седые бакенбарды. Холмс вынул из кармана письмо. «Ваше имя?» — спросил он. «Джеймс Ланкастер», — последовал ответ. «Мне грустно, Ланкастер, но у меня нет вакансий. Вот вам полсаверина за беспокойство. Пожалуйте вот в эту комнату и обождите несколько минут». Вторым кандидатом оказалось длинное, сухое как щепка существо, с редкими висящими вниз волосами и впалыми щеками. Звали его Хью Пэттинс. Он также получил отказ и полсаверина и был отправлен в соседнюю комнату дожидаться. У третьего из кандидатов была замечательная внешность. Представьте себе свирепую, как у бульдога, морду, обросшую волосами и бородой. Из-под густых взъерошенных, нависших бровей сверкали смелые черные глаза. Он наклонился и стал, вытянувшись у двери. «Ваше имя?» — спросил Холмс. «Патрик Кернс». «Гарпунер». «Точно так, сэр. 26 путешествий делал». «Вы, ведь, из Данди?» «Точно так». «И вы согласны отправиться в экспедицию?» «Да, сэр». «Какое жалование вы хотите получить?» 8 фунтов в месяц. «И вы можете ехать теперь же?» «Точно так, сэр, сейчас же по получении задатка». «А ваши бумаги с вами?» «Да, сэр». Патрик Кернс вынул из кармана пачку порванных и засаленных документов и подал их Холмсу. Тот поглядел их и отдал обратно. «Вы человек для меня подходящий», — сказал он, — «контракт лежит на столе, подпишите его, и дело кончено». Матрос прошел через комнату и взял в руки перо. «Здесь, что ли, подписываться?» — спросил он. Холмс наклонился через его плечо и произвел какую-то операцию руками. Послышалось какое-то звяканье, а затем рев, точно разъяренный бык заревел. Через мгновение Холмс и матрос, прижавшись друг к другу, валялись по полу. Матрос был страшно силен, и даже в кандалах, которые ему ловко надел на руки Холмс, он оказывался сильнее. Он скоро бы одолел моего приятеля, если бы мы не поспешили на помощь. Матрос, почувствовав сталь револьвера у своего виска, понял, что сопротивление напрасно, и стал спокоен. Мы связали ему ноги веревкой, встав с пола, перевели, наконец, дух. «Я должен извиниться перед вами, Хопкинс», — произнес Холмс. «Фаршированные яйца остыли, но у нас есть другие блюда, и мы поедим с удовольствием. Наш завтрак будет тем приятнее, что вы можете себя считать победителем. Вы решили вашу задачу, Хопкинс». Инспектор даже говорить не мог, так он был удивлен. «Я не знаю, что и сказать, мистер Холмс», — выпалил он наконец, красный как рак. «Мне кажется, что я с начала до конца в этой истории был дураком. Теперь я понимаю то, что я должен был всегда помнить, что в сравнении с вами я мальчишка и только.
Вот я и теперь вижу, что вы сделали что-то, но я не знаю, что именно вы сделали и для чего. «Ну, добродушно сказал Холмс, — опыт — лучший учитель. Урок, полученный вами, Хопкинс, заключается в том, что никогда не следует упускать из виду возможность альтернативы. Ваше внимание было так сильно поглощено юным нелеганом, что у вас не нашлось времени подумать о Патрике Кернсе, а он то и есть убийца капитана Питера Керри». Комната наполнилась звуками хриплого голоса. Матрос ввязался в разговор. «Слушайте-ка, господин», — проговорил он, — «я не жалуюсь на то, что вы меня связали по рукам и ногам, но прошу вас называть вещи их настоящими именами. Вы говорите, что я убийца Питера Керри. Это неверно. Я не убийца, но невольный убийца — это большая разница. Да вы, может быть, мне не верите, вы думаете, что я вам рассказываю сказки? Совсем напротив, мы вам верим и охотно выслушаем все, что вы найдете нужным сообщить», — ответил Холмс. «Рассказ мой будет короток», — сказал Кернс. «Я клянусь вам Богом, что расскажу все, как было. Питера Керри я знал очень хорошо, и когда увидал в его руках нож, то не стал ждать и махнул в него гарпуном. Я знал, что или мне, или ему живым не быть. Вот как умер Питер Керри. Если хотите, называйте это убийством. Мне ведь все равно умирать то как, от ножа ли Питера Керри или от веревки. Как вы к нему попали?» — спросил Холмс. «Я расскажу вам все с самого начала. Позвольте мне только присесть, а то этак, лежа на полу, неловко разговаривать». Началась эта история в августе 1883 года. Плавали мы тогда на морском единороге. Питер Керри был капитаном, а я — запасным гарпунером. Мы только что вышли из льдов и пробирались домой. Погода была бедовая, дул противный ветер и шли дожди. Вот в это-то время мы и повстречали суденышко, потерпевшее крушение. На суденышке этом живых оставался один человек, да и тот был не моряк. Матросы, думая, что яхта теперь потонет, сели в шлюпку и уехали в Норвегию, оставив его одного. Мы его взяли к себе на борт. Я заметил, что капитан с ним заперся в каюте, и они о чем-то долго толковали, а багажа у этого самого человека только и было, что небольшой оловянный ящичек. Имя этого человека так и осталось неизвестным, и прожил он у нас на пароходе только сутки с небольшим, точно его и не бывало. Тогда промеж нас говорили, что он вышел как-нибудь ночью на палубу и свалился за борт. Только один человек и знал, что случилось с этим господином, и этот человек был я. Я совершенно случайно увидал, как наш капитан столкнул этого беднягу за борт, и случилось это за 2 дня перед тем, как мы подошли к шотландскому маяку. Ну, я затаил все это про себя и ждал, что будет дальше. Пришли мы, стало быть, в Шотландию. О человеке этом никто у капитана не спрашивал, так эта история и заглохла. Погиб, значит, человек по несчастному случаю, чего же тут спрашивать? Однако вскоре после этого Питер Керри бросил плавать, и прошло несколько лет, прежде чем я его нашел. Я сразу же догадался, что он сделал это дело из-за оловянного ящика, и что у него есть теперь чем мне заплатить для того, чтобы я держал язык за зубами. Узнал я об его местожительстве от одного матроса, с которым повстречался в Ливерпуле, и я немедленно же отправился к Керри, чтобы взять его за жабры. В первую ночь, как я у него был, он говорил все как следует, по-хорошему, и соглашался мне заплатить сумму. Получив с него эти деньги, я зажил бы барином. Окончательный разговор у нас должен был произойти через 2 дня. Пришел это я к нему, а он уж пьян и зол как черт. Ну, мы все-таки сели, пили ром и толковали про старину.
Керри, чем больше пил, тем хуже становился. Лицо у него стало нехорошее. Гляжу, это я на него и боюсь. Ну, встал и снял со стены гарпун, на всякий случай, знаете. Чего я боялся, то и вышло. Питер Керри вдруг вскочил с места и кинулся на меня, ругается, грозит, а в руках у него большой нож. Он не успел и вынуть этого ножа из футляра. Я его как двинул гарпуном. Господи боже мой! И как же он завыл! Как я теперь то вспомню это, так мороз меня по коже пробирает. Стою я перед ним, а кровь так из него и хлещет, так и хлещет. Обождал я с минуту, кругом все тихо, я набрался опять храбрости, оглянулся кругом и вижу, на полке стоит этот самый оловянный ящичек. На эту вещичку я имел такие же права, как и Питер Керри. Взял я, значит, этот ящичек и ушел, сдуру забыв на столе свой кисет. Теперь я вам расскажу прелюбопытную историю. Едва я вышел из домика, как слышу, кто-то идет. Я в кусты. Гляжу, человек крадется. Подошел, глянул в хижину, заорал во весь дух и пустился улепетывать. Не могу вам объяснить, что это был за человек и что ему было нужно. Что касается меня, я сейчас же ушел, отмахал пешком 10 миль, сел на поезд в Тонбридж-Уэллс и приехал как ни в чем не бывало в Лондон. Стал я оглядывать этот ящичек и денег в нем не нашел. Там были только процентные бумаги, продавать которые я не решился. Положение мое вышло самое плохое. Питера Керри нет в живых, ждать некого, а как жить в Лондоне без шиллинга в кармане? Пошел я к агенту и записался, а агент прислал меня сюда. Вот и все, господа, и опять вам скажу, пускай я убил Питера Керри, закон мне за это спасибо сказать должен. Все-таки одна веревка в экономии осталась. Холмс встал, закурил трубку и произнес. Это очень толковый рассказ. Хопкинс, не теряйте же времени и везите арестанта куда следует. Моя столовая, не камера тюрьмы. Мистер Патрик Кернс занимает слишком большое место на моем ковре. «Я не знаю, как вас благодарить, мистер Холмс», — ответил инспектор, «но, признаюсь вам, я даже теперь не понимаю, как вы открыли настоящего преступника». Очень просто. Я совершенно случайно встал с самого начала на истинный путь. Скажи вы мне о существовании этой записной книжки раньше, и я, пожалуй бы, запутался вроде вас, но, к счастью, у меня были в руках только такие факты, которые вели к истинной цели. Страшная сила преступника, умение владеть гарпуном, ром с водою, кисет из тюленей кожи, крепкий табак — все это указывало на то, что преступление совершено моряком, причастным к китобойному делу. Кроме того, я был уверен, что кисет принадлежит не Питеру Керри, который никогда не курил, и что инициалы ПЭК — простое совпадение. Помните, я вас спрашивал, были ли найдены в каюте другие напитки, кроме рома? Вы мне сказали о графинах с водкой и виски. Ну, скажите, станет ли сухопутный человек пить ром с водой, если есть водка или виски? Да, я был вполне убежден, что преступление совершено моряком. Но как же вы его нашли? Дорогой, сэр, это сделано очень просто. Я рассуждал так: Питер Керри плавал всю свою жизнь на морском единороге. Если его убил моряк, то убийца служил на морском единороге. И вот я послал несколько телеграмм в Данди и добыл имена матросов, служивших на морском единороге в 1883 году. Среди гарпунеров я нашел имя Патрика Кернса. Мое расследование приближалось к концу. Я решил, что Кернс находится в Лондоне и что ему хочется теперь уехать на некоторое время из Англии. Я тогда отправился в Ист-Энд и заявил где следует, что организую полярную экспедицию. В газетах была помещена капитаном Базелем публикация, в которой гарпунерам предлагались выгодные условия, и результат вы сами видите. «Удивительно, удивительно!» — воскликнул Хопкинс. «Ну, а молодого нелегана вы должны выпустить на свободу как можно скорее», — продолжал Холмс. «Мне кажется, Хопкинс, что вы должны перед ним извиниться. Оловянный ящичек вы должны вернуть ему». Разумеется, ценные бумаги, проданные Питером Керри, пропали бесследно.
Вот уж и Кеп подъехал, вы можете увезти арестанта, Хопкинс. Вы, может быть, думаете взять меня в качестве свидетеля на суде? Так знайте, что мы с Ватсоном собираемся в Норвегию, подробный адрес пришлю в свое время.